Здравствуйте, дорогие подписчики! Это видео экспромт. Я не планировала его снимать, просто не могу не поделиться этой красотой, которую сейчас видно за моей спиной. У меня есть шенгенская виза, финская, но так получилось, что она уже заканчивается в конце июля, и я так по ней никуда и не съездила. И поэтому нам пришлось срочно сесть в машину и поехать, как говорят, обкатать визу. Денег, как обычно, нет, потому что у нас сейчас идет строительство беседки, которая оказалась в разы дороже, чем мы предполагали. И что мы сделали? Мы нашли информацию в сети и наткнулись на такой сайт lavu.org. И он на финском языке, но на нем достаточно просто можно разобраться. И оказывается, по всей Финляндии есть в лесу бесплатные хижины, которые содержатся за счет муниципалитета. Вот за моей спиной вы видите, это красивейшее место. Тут скалы, домик, там лежат дрова, можно развести огонь, торфяной туалет. Сейчас поближе его рассмотрим, потому что тут настолько все аккуратно и красиво. Можно сказать, а что у нас своего леса мало? Вы знаете, мало. У нас абсолютно такой же лес, но разница колоссальнейшая, потому что здесь лес прореживают. Мы проезжали от дороги по лесу, мы ехали 2 километра, и везде лес очень чистый, и везде деревья прореживают. Поэтому здесь красиво, чисто и реально просто приятно находиться. И даже те же самые грибы и чернику тут намного приятнее собирать, чем у нас в лесу. Неприятно, но это факт. Вот, поэтому сейчас предлагаю спуститься вниз. Я сниму все поближе, и вы убедитесь своими глазами. Это место находится на берегу озера, красивого большого озера. Смешно звучит его название, поэтому я его произносить не буду, все равно не получится. Но на карте его можно будет найти. Обратите внимание, мы находимся в лесу, далеко от дороги. И здесь туалет для инвалидов. Посмотрите, какой он широкий, какая дверь широкая. Какая дорога ведет к туалету. Посмотрите, широкая. Она сделана все для людей, чтобы удобно было проезжать. Заходим в туалет. Здесь компостный туалет установлен. Все для чистоты природы, как и должно быть в нормальных городах, деревнях, лесах. Поручень для инвалидов. Здесь стоит мешок. Здесь смесь опилок и торфа специальная для компостных туалетов. И посмотрите, здесь туалетная бумага. Сейчас мы приехали в середине недели. Стоит рулон туалетной бумаги. В туалете чисто. Ничем не пахнет абсолютно. Вот мы стоим внутри, вообще не пахнет. Пахнет свежим воздухом и чистым деревом. Это место, где можно разжечь огонь и посидеть. Смотрите, как красиво она оформлена. Мне понравилась мусорка. Обратите внимание, палка и прикрученное ведро. И настолько это гармонично смотрится. Люди кидают мусор именно в ведро, а не вокруг, потому что просто не поднимается рука оставить здесь мусор. И почему этого у нас нет сейчас в России, я не понимаю, но очень надеюсь, что сознание людей у нас тоже поднимется, и все люди начнут уважать и любить то, что находится вокруг них. Посмотрите, это колодец с питьевой водой, водокачка, можно накачать себе воды. Работает? Нет? Будем просто тратить воду, посмотрите.
кажется, здесь сертификация на воду, на качество воды. Мне почему-то так кажется. И посмотрите, мы выходим к озеру. Просто посмотрите отсюда, вид, какая красота. Здесь абсолютная тишина. Здесь по берегу везде черника, брусника растет. Лисички растут. Тут рядышком, на том берегу, есть частный дом. Мы тоже немножко посмотрим одним глазком, как там сделано, очень сделано аккуратно и красиво. И мы даже подсмотрели несколько идей для себя, чтобы их оформить у себя на зеленой ферме. Смотрите, какая вода чистая. Вода очень теплая. Мы покупались. Мы разместились просто в лесу с палаткой в 27 километрах от границы. Посмотрите, какое красивое место на мысе гранитной скалы с видом на озеро. Потрясающее место. Мы смотрели на букинге. Ночь переночевать стоит 90 евро. Это от 6000 рублей. Прекрасная альтернатива, если ехать с какой-то конкретной целью. Я уже насобирала листья брусники, чуть позже мы насобираем чернику, а сейчас поедем в город. Вы посмотрите, какая ровная дорога. Климат абсолютно такой же, как у нас, абсолютно. Деревенская проселочная дорога. Это не оживленная трасса, тут нет потока машин. Красиво, аккуратно, чисто, никаких свалок по обочинам. Это очередное лаву, куда мы намеревались ехать изначально, но я очень рада, что мы свернули в другое место, о котором я вам уже рассказала. Вот такие домики, муниципальные, открытые, посмотрите, нет замка, все открыто. Внутри лежат дрова, которыми можно пользоваться, разжечь огонь и согреться. Рядом можно разложить палатку и спокойно переночевать. Тут в 200 метрах тоже озеро есть. В общем, все для людей, то, чего у нас, к сожалению, нет. А проселочные дороги какие тут ровные. Мы остановились, чтобы показать вам клубничную ферму. Там в теплицах растет ремонтантная малина, а тут на полях клубника. Вообще в Финляндии очень много маленьких фермерских хозяйств. И вот, как я считаю, это мое личное мнение, что в России будущее тоже за частными фермерскими хозяйствами маленькими, которые могут обеспечить качество своей продукции. Обратите внимание, охранников нет, все свободно. Людей, шастающих по полям и собирающих клубнику, тоже нет. Еще раз повторю, что уровень осознанности людей совершенно другой. На полях здесь выращивают ячмень. Силос делали, видели. Мы померили ширину, высоту теплицы, посмотрели, как все сделано. И вообще у меня просто уже мозг кипит. Я очень многое хочу именно воплотить у себя на зеленой ферме. Меня просто поражает уровень осознанности людей, которые здесь живут. Посмотрите, это обычная финская деревня, нигде ни у кого нет забора, все аккуратно, красиво, растут цветы, ни у кого нет свалки под забором. И что самое главное, на меня покажи. И что самое главное, у людей их двор не заканчивается только за порогом. Здесь везде все красиво, в лесу стоят мусорки, аккуратно красивые стоят почтовые ящики. И я считаю, что каждый деревенский житель в России должен сесть и приехать хотя бы сюда, в Финляндию. Это недалеко, это не так дорого, как каждый человек думает, как многие думают. Это реально сесть и приехать и посмотреть. Это не зависит от государства, это зависит именно от уровня осознанности людей. Мы тоже так можем, это просто. Просто не гадить там, где мы живем. Просто не заботиться внутри своего забора о своей земле. И дальше за забором сохранять
сохранять чистоту и уважать то место, где мы живем. Общее впечатление о Финляндии у меня осталось очень хорошее.